Сейчас можно наблюдать любопытную статистику. Если в январе только менее 1% трудовых мигрантов не смогли сдать экзамены на патент, то сегодня ситуация удивительно улучшилась. Еще в начале года казалось, что легализация иностранных рабочих в России за тарелку плова будет вечной, но теперь все изменилось кардинально. Всего за полгода число двоечников выросло в несколько десятков раз до впечатляющих 27,4%. Очевидно, времена, когда мигрантам, вместо того, чтобы изучать русский язык, достаточно было заплатить несколько тысяч рублей, остались в прошлом. Теперь либо ты готовишься к трудному экзамену, либо возвращаешься домой. Полулегальные фирмы, которые еще полгода назад за плату выдавали документы для легализации иностранцев в России, стремительно исчезают. После того, как в парламент был внесен законопроект, приравнивающий организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям, можно быть уверенным. Эти фирмы скоро прекратят существование. Расскажем об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Стало известно, что теперь иностранцам становится все сложнее попасть на территорию России. Издание «Азия Плюс» сообщает, что недавно нескольким сотням мигрантов из Таджикистана, приехавшим на заработки в Москву, пришлось вернуться назад. По их словам, они провели 5 дней в аэропорту Шереметьево, прежде чем их отправили обратно без объяснения причин. Таджикские СМИ выражают обеспокоенность, их согражданам все чаще отказывают во въезде в Россию, и никто не объясняет причин отказа. В конце июня очередной транш мигрантов, прибывший из Душанбе в Москву самолетом, сильно проредили пограничники, запретив сразу 80 мужчинам въезд в Россию. Теперь они жалуются местным СМИ на русских, что подвергли их унижениям. Кроме того, у части развернутых обратно пассажиров в России остались их семьи, а они теперь одни в Таджикистане. Трудолюбивый Шухрат, который переехал в Москву около 10 лет назад и перевез туда своих родителей, теперь оказался среди депортированных. Пытаясь вернуться в Россию после поездки в Душанбе месяц назад, он обнаружил, что сделать это уже невозможно. Вместо привычного заполнения миграционной карты – стандартная процедура внесения данных об иностранцах. Любителей русских денег неожиданно увели для тщательной проверки документов и допроса. Мне это сразу не понравилось. «Я слышал, что молодых таджиков без причины депортируют из России», – рассказал Шухрат журналистам. Процедура проверки была следующей. Сначала по очереди вызывали в кабинет, затем забирали паспорта для проверки, а после задавали несколько вопросов, где живешь и где работаешь. По словам Шухрата, он ответил на все вопросы подробно, рассказал, что живет в Москве с родителями и имеет постоянную работу. Сотрудники службы безопасности аэропорта внесли всю информацию в компьютер, заверили Шухрата, что с документами у него все в порядке, и даже отметили, что он в Москве вот уже 10 лет. В тот момент мужчина был еще уверен, что у него все в порядке. Однако дальше пошло все не так, как рассчитывал Шухрат. После допроса они попросили меня дать свой телефон и сказать пароль от него. Я еще тогда удивился и спросил, для чего им это. Они как-то странно переглянулись, посмотрели на меня, и я разблокировал телефон и положил им на стол, продолжает Шухрат. По его словам, проверки и допросы продолжались до поздней ночи. Все прибывшие в Россию таджики находились в растерянности, поскольку никто не мог понять, что происходит. Где-то в 3 часа ночи подошли 2 сотрудницы, вернули телефоны и отправили всех иностранцев в зал ожидания. И вот они нам говорят: вам запрещен въезд на территорию России сроком на 3 месяца, поскольку вы для нашей страны головная боль. Все были в шоке. Представляете, мы прождали 18 часов, без еды, без отдыха, глаза у всех красные. Отношение сотрудников аэропорта к нам было действительно ужасное, сетует Шухрат. Таких историй становится с каждым днем все больше. Но, честно говоря, никто из россиян не жалеет таких, как Шухрат. Да, безусловно, не бывает плохих национальностей, бывают плохие люди, но в какой-то момент этот принцип перестал работать. Люди устали от беспредела, который творят мигранты в нашей стране, и искренне хотят от них избавиться, причем даже уже не деля их на плохих и хороших. Самое значимое, что наша власть начала осознавать важность этой проблемы. Особую благодарность стоит выразить председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, который сумел достучаться до законодателей. В Государственной Думе наконец-то поддержали инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов будут депортировать из России. К существующему списку добавлены следующие пункты. Нарушение свобод вероисповедания. Примером может служить случай, когда мигрант вторгся в православный храм с ковриком, задув свечи и толкнув женщину. Запрещается участие в несанкционированных митингах.
Например, можно вспомнить несанкционированный митинг мусульман возле посольства Мьянмы в Москве в 2017 году. Тогда в акции приняли участие более 100 незаменимых специалистов. Теперь за подобные действия мигранты будут немедленно депортированы. Не помешало бы также ввести правило «больше 3 не собираться», но и это уже хороший старт. Запрещено распространение через аудиовизуальные сервисы информации, пропагандирующей терроризм и злоупотребление свободой массовой информации. Это крайне важный пункт. Отныне любое упоминание в социальных сетях цитат запрещенных религиозных проповедников приравнивается к пропаганде терроризма. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или другого силового ведомства. Неясно, почему эта норма не была введена раньше. Иностранцы зачастую вели себя вызывающе по отношению к стражам порядка. В качестве примера можно вспомнить потасовки на рынке Садовод, попытки вызвать полицейских на разговор 1 на 1 без формы, сопротивление при задержании и так далее. Мелкое хулиганство. Это тоже приятная новость. Теперь за нецензурную брань, распитие спиртных напитков в общественных местах и даже за справление нужды под кустом предусмотрена депортация из страны. Запрещается и массовое пребывание граждан в общественных местах, нарушающих общественный порядок. Теперь дикие танцы посреди улицы под восточную музыку, поездки по тротуарам на изношенных автомобилях и прочие подобные развлечения иностранцев приведут к немедленной депортации. Также недавно стали известны меры, которые помогут устранить беспорядочные этнические свадебные мероприятия с пальбой из оружия на дорогах и улицах России. Теперь тех, кто посмеет воплотить подобные развлечения, ожидает незамедлительное выдворение. Кроме того, перечень действий, за которые предусмотрено выдворение, расширился: пропаганда нацистской и экстремистской атрибутики, унижение человеческого достоинства, публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация ВС РФ, призывы к введению санкций против РФ, ее граждан и юридических лиц, нарушение режима чрезвычайного положения, нарушение контртеррористического правового режима, организация деятельности общественных или религиозных объединений, чья работа приостановлена, производство и распространение экстремистских материалов, участие в деятельности нежелательных организаций. Есть и другие новости. В России запустят федеральный проект по управляемому найму трудовых мигрантов. Инициатива была озвучена на межведомственном совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Предлагаемые нормы включают проведение медицинских осмотров, дактилоскопии и проверок знаний русского языка за пределами РФ, юридическую привязку иностранных работников к компании-нанимателю, создание специального оператора найма. Дополнительно Федеральное агентство по делам национальностей разработало обучающий курс для мигрантов, который поможет им адаптироваться к новой среде. В рамках курса мигранты получат информацию о трудовом законодательстве, особенностях найма иностранных работников и миграционных законах. Особое внимание будет уделено этическим аспектам поведения в России. Участникам расскажут о правилах поведения в стране и о том, что некоторые привычки с их родины могут быть неправильно восприняты здесь. Также будет предоставлена информация о роли Советского Союза в развитии республик Средней Азии. Важные правила, которые будут изучать мигранты в рамках курса. Поясняется, что гражданки в короткой и яркой одежде не являются женщинами легкого поведения. Запрещается свистеть вслед прохожим как женщинам, так и мужчинам. Не рекомендуется обсуждать других людей на родном языке, даже шепотом. Использование обращений «брат» или «сестра» к незнакомым людям не приветствуется. Запрещено совершать религиозные обряды на улице, проводить ритуалы публично, а также резать баранов. Нецелесообразно издавать звуки, такие как свист, цыканье или причмокивание, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Мигрантам рекомендовали говорить только по-русски. Но эксперты высказывают сомнения относительно того, что весь культурный код России можно уместить в эти лекции и что это окажет значительное влияние на поведение мигрантов. Известно, что курс планируют внедрить с осени текущего года. По прогнозам чиновников, к 2030 году в Россию по целевому набору въедет порядка 300 тысяч трудовых мигрантов. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Всем добра, всем пока!